Этот день был очень длинный, но очень уютный. Он начался как в сказке, теплый, солнечный, ясный, и я успела сходить в магазин, купить вкусные спелые фрукты и продукты. А еще к нам на улицу приезжал настоящий фермер с овощами, домашними яйцами. Все как в детстве. Но ближе к вечеру все резко изменилось. Поднялся ветер, налетели тучи, и город накрыл шторм, настоящий ураган. И вот под этот дождь, под гул ветра, под треск камина мне так захотелось чего-то родного, уютного, теплого, как у бабушки на кухне. И я решила приготовить тушеную капусту, так как ее готовили в нашей семье, просто по-домашнему, с душой. В Польше это блюдо называют бигас. В Германии капусту тоже любят и умеют готовить. А как это блюдо называется у вас? Обязательно напишите в комментариях, мне очень интересно. Сегодня я покажу вам нашу версию, семейную, деревенскую, уютную, с ароматом детства и теплом воспоминаний. А еще я приготовлю турецкое блюдо кысыр, которое я научилась готовить здесь, в Германии. Потому что Германия сегодня – это мультикультурная страна, и у меня здесь есть друзья из самых разных уголков мира. Благодаря им я каждый день учусь новому. Также я покажу, как в такой насыщенный день нахожу время на быстрый полезный перекус, творог, фрукты и никакой готовки. Может, это вдохновит кого-то, кто тоже старается есть по режиму, заботится о себе и так же, как я, считает калории. Если вы здесь впервые, меня зовут Наталья. Я живу в Германии уже 5 лет, моя мама 3 года. Мы приехали из Украины. И честно говоря, адаптация – это не быстрый процесс. Мы до сих пор учимся, где купить нужные продукты, как не опоздать на автобус, как понимать немецкий юмор, как говорить спасибо по-местному, по-баварски. Но именно через такие простые дни с покупками, тушеной капустой, дождем и турецкими рецептами мы строим свою новую жизнь. Потихоньку, тепло, с любовью мы привыкаем к своей новой родине. Это не просто видео, это маленький домашний фильм. Он получился очень насыщенным, и мне не хотелось ничего вырезать. Поэтому я решила разделить его на 3 части, как 3 главы, как 3 серии одной уютной истории. Каждая часть продолжает предыдущую, и вместе они складываются в один живой, теплый день. День, в котором есть место и грозе, и капусте, и доброму слову, и фермеру с колокольчиком. Добро пожаловать в наш новый дом. Это часть 1. В один из выходных, в субботу или воскресенье, он приезжает. И у нас на улице раздается этот волшебный звук, колокольчик. Это значит, что он приехал, настоящий фермер. Он приезжает на своей машине с прицепом, полной чудес. Это не интернет-доставка, не маркет.
а живой человек земли, который вырастил и привез. Я не знаю, как его зовут, мы его называем просто наш фермер. Привозит он не так уж много. Яйца, картошку, кальраби, капусту, но иногда что-то сезонное, всегда зелень и всегда все самого высшего качества. Такое, что вот держишь в руках, и вот уже пахнет солнцем, землей, жизнью. Останавливается он на квартале, он достает колокольчик, звонит, чтобы все слышали. Потом он подходит к подъездам, звонит в домофоны и говорит: вот я приехал, сегодня у меня есть это и это. Люди выглядывают в окна, уже знакомый фермер приехал. Потом он снимает старые бумажки объявления, которые развешивал ранее. В этих объявлениях он обычно пишет, в какие дни он приедет, что привезет. И вешает новые объявления, аккуратно, по-доброму, как в старые времена. Эти объявления не напечатаны на компьютере, они написаны просто чернилами, просто ручкой, на тетрадном листке. И вы знаете, это не просто продукты, это напоминание, что в мире еще осталась доброта без упаковки, честность без чеков, забота без рекламы. В Германии есть целая культура, директ-маркетинг от фермеров, то есть прямые поставки от фермеров. По-немецки такие машины называют Rollender Hofladen или Fahrender Verkaufswagen, то есть передвижной фермерский магазинчик. По-нашему автолавка называется. Некоторые называют по старинке Der Eiermann. И так еще кричали дети в 70-х годах, выбегая из домов: Der Eiermann kommt, яичный человек приехал. Такие фермеры в основном работают по одному и тому же маршруту. Раз в неделю или раз в месяц, и местные уже знают их в лицо. Они привозят то, что выросло, и привозят с душой. Вы знаете, в Германии есть еще одно явление, которое я просто обожаю. Laden ohne Personal. Магазин без продавца. Фермерский киоск с самообслуживанием. Вот ты приходишь на ферму или к домику, или к маленькому лотку. Там лежат яйца, мед, картошка, лук, варенье. Иногда это могут быть целые горы тыкв. Иногда это могут быть цветы прямо на поле, где нужно срезать их самому складывать букеты. Вот. В этих киосках обычно все очень красиво лежит на полочках и подписаны цены. Есть ящичек или копилка. Ты берешь все, что тебе нужно, и сам оставляешь деньги. Или платишь через PayPal QR-код. Это называется Vertrauen, доверие. И в этой тишине, где тебе никто ничего не продает, вдруг особенно чувствуешь все настоящее. Вот ты покупатель, но тебя не обманывают, и ты не обманываешь. Вот как будто люди договорились быть добрыми. Вот такая у нас Германия. Иногда строгая, бюрократическая, цифровая, но иногда как из сказки. Фермер с колокольчиком, магазин без продавца и запах свежих яиц, которые не спутаешь ни с чем. Если вы тоже покупаете у таких фермеров, напишите в комментариях. А если никогда не видели, приезжайте ко мне в гости на звоночек, послушаем вместе. В общем, что я сегодня принесла из магазина Альди? Персики, я цены не помню.
Я потом просто покажу чек. Вот он, кстати. Вот, чуть-чуть испортила. Вот, если интересно кому-то, можете поставить на паузу, увеличить. Это все вышло на сумму 33 евро там с копейками, с центами. Вот, такие цены сейчас в магазине Альди. Вот, на начало августа. Яйца. Я люблю размер L. Я всегда беру самые дешевые. Вот, я люблю размер L брать. Вот такие персики, нектаринчики. Они небольшие, но спелые. Абрикосы тоже спелые. Вообще я люблю вот в таких вот бумажных корзиночках. Тоже спелые, хорошие абрикоски. Вот. Так, мой любимый сыр. Цертезе. Я про него уже как-то рассказывала в каких-то своих видео, где я готовила. Чем этот сыр хорош? Он хорош тем, что у него 0,5% всего жира на 100 грамм и 30 грамм протеина на 100 грамм. И калорийность его только 125 килокалорий на 100 грамм. Он имеет довольно специфический вкус. Там есть семена тмина в нем. Но этот вкус мне очень нравится. Очень хороший сыр. Я его прям очень люблю. Вот такую вот, по-нашему, белозерка называется в Украине. Очень ароматный перец. Я его взяла, буду кушать капусту. Вот, кстати, сама капуста. Вот такая шпицколь. Она мне нравится. Брокколи тоже взяла. Хорошие брокколи. Огурцы. Не особо красивые. Но я даже не знаю, почем они, надо будет посмотреть. Но я их беру. Они такие кривенькие, страшненькие. Но мне нравится. Так, все, эта сумка пустая. Дальше идет мой рюкзак. Я сейчас вам покажу. Я уже показывала в каком-то своем видео сахарозаменители, которым я пользуюсь. Это вот эритрит. Я его добавляю, если взбиваю белки. Но мой любимый все-таки остается вот этот. Вы можете таблетки вот и такой сироп. Вы можете сказать, что это чистая химия, нездоровая тема, но вы как хотите. Вы используете то, что вам нравится. Мед или сиропы агавы, или сахар, или другие сахарозаменители. Может, стевию кто-то любит. Я люблю этот. Хотя использую эритрит тоже. Потому что этих можно не более 20 таблеток в день использовать. Я иногда больше использую. Я люблю киселей из псилиума делать. Я люблю какао пить. Поэтому у меня получается... Вот это морковка. Кстати, я беру вот это вот все такие вот даже штучные овощи и фрукты без пластиковых пакетов. Зачем засорять окружающую среду? Вот яблоки тоже взяла. Я брала по цене самые дешевые. Я не знаю, у меня они все хорошие. Дальше творог. Ну, наверное, все его знают. Здесь в Германии используют. Это тоже обезжиренный. 0,3% жирности. В Альде он 0,2% жирности. Самый обезжиренный, очень классный. Из него творожные запеканки прекрасные получаются. Вообще все десерты идеально. Вообще идеально. Это я взяла, так сказать, для семьи готовить. Потому что когда им приходится что-то жарить, оливковое масло, вот такое я использую. Оливковое масло экстра. Оно как бы для жарки не особо хорошее. Это больше в свежем виде в салаты добавлять. Поэтому вот такое вот подсолнечное, я сама из Украины, подсолнечное масло это наша, так сказать, особая любовь, но это без запаха, конечно, рафинированное. Не могу сказать, что здоровая тема, но опять же для семьи, если жарю что-то, то использую такое масло. Дальше, еще морковка потерялась. Смотрите, я беру Филадельфию себе вот такую шнитлаух. Она мне самая вкусная. Вот для меня, на мой вкус, она самая вкусная. И она довольно низкокалорийная по сравнению с другими.
Здесь 146 килокалорий на 100 грамм. Вот вы можете увеличить, посмотреть. И она для меня вкусная. Сегодня я взяла вот такую кремия. Тоже она еще более низкокалорийная. Но я не знаю, она вкусная или нет. Вот ее КБЖУ. Можете посмотреть. Я правильно хоть держу? Я просто без очков. Я могу вверх ногами держать. Вот. Кремия. Я взяла на пробу. Не пробовала. Сейчас у меня... Сейчас покажу вам в холодильнике. Ага. Надо все уронить обязательно. Так. У меня сейчас вот такой вот крем фришкезе, крем-сыр. Он вообще 0,2% жирности. У него, вы знаете, КБЖУ, где КБЖУ? Вот. Такое же, как вот в этом вот твороге обезжиренном. Но мне, если честно, не особо нравится. И то есть я, конечно, его сейчас использую. Я сверху еще вот этот кезе добавляю, вот этот сыр, герцеркезе. И как бы на утром, на завтрак с тостом идет. Но все равно вот это вот мой любимый. И йогурт. Я взяла первый раз такой именно йогурт. 1,8% жирности. Именно вот этой фирмы. Написано био. В общем, КБЖУ у него вот такой, кому интересно. Ну, это не всем интересно. Все покупки я вам показала вот это вот на 33 евро 61 цент. Что я буду из этого сегодня готовить? Вот капусту тушеную сделаю. Огурцы я вечером ем. Это я буду овощи, фрукты использовать в десертах с творогом. И морковку, кстати. Вот покажу вам один прекрасный салат. Один замечательный салат, который вообще меня выручает всегда. Я его очень люблю. Вот, из натертой морковки, яблоко или ягоды, или какой-то фрукт и творог вот этот. Можно еще йогурт добавить, туда сахарозаменитель. Вот такой лимонный сок покупаю. Можно из лимона выжимать, но я покупаю уже готовый. Ну, как-то вот так. Вот то, что сегодня принесла. Ну что ж, друзья мои, на сегодня все. Мы уже познакомились с фермером, выбрали вкусные продукты и разобрали покупки. А в следующей части я покажу, как готовлю настоящую деревенскую капусту. Тот самый семейный рецепт. Рецепт моей мамы и бабушки, от которого становится тепло на душе. И, конечно же, еще всего много интересного. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить продолжение. Вместе проведем этот долгий, но такой уютный и душевный день. Честно говоря, я сама иногда не верю, что сколько всего помещается в один день. Ах да, и пока вы здесь, у меня на канале много разных видео. Рассказываю, как мы с мамой живем в Германии, как мы вместе адаптируемся здесь, как она жила раньше в доме престарелых, а сейчас живет в общежитии для беженцев. Да-да, бывают и такие истории. Я говорю о своих взлетах и падениях, например, как потеряла работу, как учила немецкий с нуля сама, без курсов, с ошибками, смешными моментами. Также даю полезные советы для тех, кто только собирается приехать в Германию или уже здесь. Рассказываю, где и как принимают беженцев в Мюнхене. И, конечно же, делюсь уютом, домашними видео и распаковками, хотя сама пока живу в общежитии для беженцев. Я буду очень рада, если останетесь со мной. Обещаю, скучно не будет. До скорой встречи в следующей части. Берегите себя и своих близких.